Это был 1905 год. 13-летний мальчик по имени Бен Сэндс взял свой фонарь и тихо проскользнул в пещеры Крейгхед в городке Суитоотер, штат Теннесси, место, которое он знал как свои 5 пальцев. Но в тот день все ощущалось иначе. Ему хотелось немного большего приключения. Поэтому он оставил основной маршрут и углубился туда, где тени становились гуще. Именно тогда наш смелый подросток решил протиснуться в узкий грязный туннель, едва шире велосипедной шины. Он полз, как ему казалось, целую вечность. А затем, примерно через 40 футов, наконец выбрался с другой стороны. И не поверил своим глазам. Вода доходила ему до колен. Да, он стоял посреди огромного подземного озера. Зал был настолько громадным, что свет его фонаря едва доставал до стен. Тогда Бену пришла в голову отличная идея. Он начал бросать комки грязи в темноту так далеко, как только мог, чтобы проверить, есть ли впереди твердая поверхность. В ответ он слышал лишь плюх, плюх, плюх. Везде была вода. То, что открыл Бен, позже получило название «Потерянное море» и считается крупнейшим подземным озером в Соединенных Штатах Америки. Кроме того, это второе по величине неглициальное подземное озеро в мире. Единственное, которое превосходит его по размеру – пещера Дыхания дракона, скрытая на частной территории в Намибии. Подземное озеро в пещерах Крейгхед настолько огромное и загадочное, что его до сих пор не удалось полностью исследовать. Благодаря современному оборудованию дайверы обнаружили более 13 акров затопленных залов под поверхностью. Однако видимая часть потерянного моря занимает лишь около 4 акров. Однажды один отважный дайвер вошел в одну из затопленных камер, держа в руках сонар. Это устройство работает так, оно посылает под водой звуковые импульсы. Когда звуковые волны сталкиваются с препятствием, они отражаются обратно. Прибор измеряет время возвращения эха и вычисляет расстояние до объекта. Дайвер был уверен, что сможет составить карту всего озера с помощью сонара, но при этом действовал осторожно. Он все время держался у стены. Это был единственный способ гарантировать, что он сможет найти дорогу назад. Он сканировал пространство во всех направлениях, но результаты оставались одинаковыми. Ничего, кроме воды. По сей день никто так и не нашел конец этого озера. Но исследования продолжаются. Каждая новая экспедиция открывает новые залы, новые туннели и новые загадки. Самое забавное в том, что пещеры Крейгхед были хорошо известны задолго до того, как Бен наткнулся на потерянное море. И за прошедшие годы эта пещера использовалась весьма необычными и даже эксцентричными способами. Первыми известными людьми, использовавшими пещеру, были индейцы Чероки. Верхний зал служил местом собраний их советов, и мы знаем об этом благодаря множеству найденных там артефактов коренных американцев, включая керамику, наконечники стрел и украшения. Затем в период между 1939 и 1940 годами пещеру превратили в грибную ферму. Несколько лет спустя, в 1947 году, кто-то решил соорудить деревянный пол прямо внутри пещеры. Так появился подземный ночной клуб, известный как Каверн-Таверн. И вот еще один любопытный факт. Одним из самых ранних посетителей пещеры был вовсе не человек. Это был гигантский ягуар. Он забрел глубоко внутрь примерно 20 тысяч лет назад и, по всей видимости, заблудился в темноте. Он бродил по пещере несколько дней, прежде чем упал в расщелину вдали от любого источника света. Некоторые его кости были найдены в 1939 году, и сегодня они выставлены в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке. Но, пожалуй, ничто из происходившего в пещере не сравнится с тем, что скрывается еще глубже внутри. Если у тебя хватит смелости исследовать ее недра, ты можешь отправиться на лодочную экскурсию по подводному озеру. Да, все верно. Внутри пещеры курсируют экскурсионные лодки с электрическими моторами. Это, вероятно, темное, холодное
и удивительно спокойное путешествие. И прямо под лодкой ты увидишь больших радужных форелей, медленно плавающих в воде. Они появились там не сами по себе. Люди специально завезли их и выпустили в подземное озеро. По словам посетителей, гиды объясняли, что это было частью более масштабного плана. Они хотели выяснить, найдут ли рыбы выход и тем самым укажут на скрытый туннель, ведущий к другому водоему. Но рыбы никуда не ушли. Зато теперь у туристов есть еще одна достопримечательность во время поездки. Поскольку в пещере нет естественных источников пищи, форелей приходится кормить вручную каждый день. Гиды также отмечают, что одной из самых поразительных особенностей пещер является вовсе не озеро и не рыба. Это кристаллические образования, известные как антодиты или спщерные цветы. Это хрупкие, колючие структуры, и они невероятно редки, действительно редки. Теперь возникает вопрос. Если Бен Сенс смог обнаружить потерянное море буквально из ниоткуда, значит ли это, что подобные открытия все еще возможны? Ответ – да. По всему миру, вероятно, все еще скрыто множество подземных водоемов. Например, в 2016 году был обнаружен огромный резервуар воды глубоко под вулканом Утуринку в Андах. Но это вовсе не спокойное и дружелюбное озеро. Вода там растворена в частично расплавленной породе, а значит, она невероятно горячая. Речь идет о температуре, близкой к 1830 градусам по Фаренгейту. Затем в 2021 году ученые нашли огромное термальное озеро внутри пещеры на юге Албании. А в 2024 году они вернулись туда с более совершенным измерительным оборудованием и выяснили, что озеро имеет длину 454 фута и ширину 138 футов. Это практически подтвердило, что перед нами крупнейшее известное скрытое озеро такого типа. Также в 2024 году группа сотрудников туристического агентства исследовала пещеру Тунг во Вьетнаме и неожиданно наткнулась на таинственное озеро, спрятанное глубоко в той части пещеры, куда почти никто никогда не заглядывает. Его вода отражает прозрачный изумрудно-зеленый цвет, из-за чего место выглядит поразительно красивым. Скорее всего, в ближайшем будущем оно будет открыто для туризма. Хорошо, находить скрытые озера в пещерах или под вулканами – это одно. Но обнаружить скрытый океан внутри Земли – это уже совсем другая история. И хочешь верь, коль хочешь нет, это действительно произошло не так давно. Однако поплавать в его водах не получится по двум причинам. Во-первых, он скрыт примерно на глубине 400 километров под поверхностью Земли. А во-вторых, вода там находится не в жидком состоянии, как в обычном море. Вместо этого она заключена внутри твердых пород. Звучит странно, но сейчас все объясню. В 2014 году исследователи обнаружили глубокие магматические очаги примерно на глубине 400 километров под Северной Америкой. А это серьезный признак наличия воды. Но как? Ученые нашли там минерал под названием рингвудит, который формируется только при экстремально высоком давлении, таком, какое существует глубоко в мантии Земли. И внутри структуры рингвудита была обнаружена вода, не в виде луж или потоков, а заключенная прямо внутри кристаллической решетки минерала. Рингвудит действует как губка, удерживая воду в своей кристаллической структуре. Когда ученые произвели расчеты, они осознали нечто поразительное. Количество воды, заключенной в этом минерале, может в 3 раза превышать объем всех океанов Земли вместе взятых. И это открытие огромно не только по масштабу, но и по значению. Оно может подтвердить теорию, существующую уже десятилетиями, о том, что глубоко под земной корой находится гигантский резервуар воды. Геологи считают, что этот глубинный резервуар играет ключевую роль в водном цикле планеты. Он может быть ответственен за вулканическую активность, движение тектонических плит и даже за то, как вода впервые появилась на поверхности Земли.
Вместо того, чтобы прилететь на кометах или астероидах, вода на Земле, возможно, всегда была здесь, медленно просачиваясь наружу на протяжении миллиардов лет из глубин планеты. На сегодня это все. И если ты утолил свое любопытство, поставь лайк этому видео и поделись им с друзьями.